Всем привет, меня зовут Алла, и сегодняшнее видео это подробный мастер-класс по пошиву очень интересного блока, который шьется легко, а выглядит красиво. Долго тянуть не буду, приступаем. Для этого блока нужно выкроить полоски определенной ширины. У меня эта ширина 5 сантиметров, но это абсолютно не обязательно. Все зависит от того, какого размера блок вы хотите получить в итоге. Это может быть абсолютно разные размеры. Они могут быть как меньше, так и больше. Поэтому ориентироваться на мои 5 сантиметров абсолютно не обязательно. Вы видите, что я выкраиваю из остатков и обрезков, поэтому они у меня все разной длины, но при этом одинаковой ширины. Для одного блока вам понадобится два цвета ткани. Вы видите, что я использую все однотонные, но это не обязательно. Вы можете также использовать ткань с принтом. Я делаю раскрой дисковым ножом, это намного быстрее, нежели ножницами, но если у вас этих инструментов нет, то опять же это не обязательно. Вы можете также сделать разметку мылом, либо же мелом, чем вы ее обычно делаете, и просто вырезать ножницами. Да, это дольше, но при желании все возможно. Теперь, прежде чем приступить к сшиванию полос, я их немного укорачиваю, так как вы видели, что у меня есть совсем длинные, есть совсем короткие. Для удобства я их делаю примерно плюс-минус все одного размера. Какой должен быть размер? Когда вы сошьете эти три полоски, затем вы будете выкраивать такую же ширину, которую вы изначально брали полоску. У меня это 5 сантиметров. Если вы, например, взяли 7, то и из трех полос одну вы будете также выкраивать 7 сантиметров. Но не забывайте про припуски. У меня 5 сантиметров полоска плюс припуски с двух сторон по 0,5, то есть сантиметр. Значит, мне нужно взять 3 полосочки по 6 сантиметров. То есть должно быть не менее 18 сантиметров. Но 18 сантиметров это впритык. А я не любитель шить впритык. Я всегда говорю, что я лучше срежу лишнее, нежели мне не хватит. Так как я тут не слежу за долевой и поперечной, поэтому, чтобы избежать неприятностей, я всегда беру с запасом. То есть все вот эти полосочки длиной примерно до 20 сантиметров. То есть какая-то может быть 19, 19,5, плюс-минус. И сейчас я их сшиваю в таком порядке. Вот так. Одна бежевая, белая и следующие три полосочки наоборот. Две белые и одна бежевая. Закрепок я не делаю, так как все это будет разрезаться, а длина стежка у меня максимум 2,5 мм. Сшила, обратите внимание, разутюжила швы на одной детали к центру, на другой детали от центра. Это важно будет потом нам в дальнейшем для легкости сшивания. Теперь беру линеечку, как я и говорила, так как у меня все с запасом, край я выравниваю и далее выкраиваю, как опять же уже говорила, шириной по 5 сантиметров полоски. У меня получается на каждом из блоков по 3 полосы. Опять же, если у вас дискового ножа нет, то делаем разметку и вырезаем ножницами. Теперь смотрите, как я и говорила, для удобства сшивания сейчас буду показывать. Точно так же мы меняем одну полосочку вот так местами и сшиваем следующим образом. Смотрите, тут важно, и поверьте, получится у всех, главное припуск. Вот поближе показываю, смотрите, вот тут они должны совпадать. И прошивайте. Все легко. У вас будут идеально ровные уголочки. Посмотрите. Только за счет того, что припуск на одной детали в одну сторону, на другой в другую. Итак, вот эти у нас детали готовы. У меня получился размер 12,5 сантиметров. Но опять же это с припусками. Теперь можно в принципе шить из таких блоков, получится прекрасная шахматная доска, но вы видели изначально, какой у меня блок. По бокам вот такие просто однотонные квадраты. У меня эти квадраты в цвет основных деталей блока, но это не обязательно, вы можете взять вообще третий цвет. Все
по вашему вкусу, по вашему желанию. Размер квадрата вы вырезаете такой, какой у вас получился вот этой шахматной доски. То есть у меня вы видели 12,5, если у вас больше либо меньше, просто берете такие же квадраты. Если вы шьете, например, только из однотонных вот таких квадратов, захотели сшить большое одеяло, вы можете поиграться с блоками. Например, вы видите, что здесь центр, да, серединка каждого блока, вот здесь беленькая, здесь бежевая, здесь беленькая, и их можно поменять местами, сделать один блок вот так, только с белыми серединками, второй только с бежевыми. Ну, так тоже красиво, каждому свое, каждый выберет под себя, как ему больше нравится и как ему больше подходит. Ну и далее немаловажно именно пошив припусков, чтобы ваш блок был ровным, аккуратным и красивым. Складываю вот так и сначала сшиваю по 2 квадрата горизонтально. Сшила. И смотрите, вот строчка. Опять же, закрепок я не делаю. Длина стежка максимум 2,5 миллиметра. И когда прошила, заутюживаю припуск на однотонную сторону. Таким образом получается, что внизу припуск зафиксирован в одну сторону, а вверху в другую. Ну или же наоборот. Все складываю и прошиваю. Ну что ж, блоки мои готовы. Вот так они выглядят. И, кстати, от размера блока также меняется внешний вид. Чуть позже я покажу визуализацию, вы сами все поймете. Размер моего блока получился 23,5 сантиметра. Вот так. И сейчас вы видите визуализацию одного блока. Это шила не я и не кто-то другой это шил. Это картинки, которые мне сгенерировал искусственный интеллект для того, чтобы просто визуализировать тот или иной цвет, тот или иной размер. И вы видите, что на сколько по-разному смотрится и размер, и цвет. Каждому свое, кто-то любит яркие, кто-то любит более приглушенные цвета, опять же, смотря как и где использовать. Для тех, кто смотрит мой канал давно, те прекрасно знают, что я не шью одеяло одним полотном. Я собираю одеяло отдельными блоками. И сейчас вы видите те блоки, которые у меня уже отшиты в разных цветах, то есть в одном цвете у меня получается по 2 блока. И когда я нашиваю их нужное количество, я их стягаю, и уже простеганные блоки вместе с утеплителем я собираю между собой. Такие мастер-классы у меня есть, их у меня 2, потому что первый мастер-класс это был классический вариант просто сборки квадратами. И второй мастер-класс это были квадраты со сдвигом. Кому-то понравился первый вариант, кому-то второй. Я скажу, что я люблю оба. И шью и так, и так. Работу над этим проектом я еще продолжаю. Сейчас вы видите у меня то ли 50, то ли 52 отшитых блока. Этого для меня, для моих размеров очень мало. Поэтому, когда будет у меня время, вдохновение, я продолжу. И результат покажу. Я не думаю, что я буду шить его как-то по-новому и снимать новый мастер-класс, потому что этот материал уже на канале есть. Поэтому, скорее всего, покажу уже готовое полотно в одном из влогов. Но также я могу еще что-то передумать, придумать и, возможно, добавить еще каких-то нюансов. В общем, если будет что-то новенькое, будет мастер-класс. Если буду шить, как шила ранее, тогда просто покажу готовый результат. Ну и на этом видео будет подходить к концу. Если вам понравилось, поставьте лайк и напишите комментарий. Также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и видеть их первыми. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях, все их вижу, все читаю и обязательно отвечаю. На сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.